2011 году группа сталкеров подобралась очень близко к центру зоны. В результате случился сильнейший выброс, который полностью изменил зону. Главным героем сталкера «Чистое небо» является наемник по прозвищу Шрам. Он вел по болотам группу ученых, когда произошел большой выброс. Все члены группы погибли, однако наемник чудесным образом уцелел. После выброса он был найден сталкерами «Чистого неба». Те доставили Шрама на базу группировки, где тот пришел в себя. Я думаю, абсолютно каждый знает сюжет сталкера «Чистое небо», но мало кто знает, каким был путь одноименной группировки от болот до ЧАЭС, ведь в игре он не показан, но сегодня я наглядно его покажу. Перед просмотром обязательно поставь лайк и подпишись на канал. Спасибо, я начинаю. Первый поход стрелка на север закончился неудачно, и тот был сильно ранен. Клык и Призрак относят раненого товарища к доктору на болото. После Клык отправляется на кордон к Сидоровичу за деталью для изготовления дешифратора, а Призрак уходит в неизвестном направлении. Стрелок находится у доктора на болотах, возможно, на лодочной станции, ведь тут есть небольшой домик, а внутри кровать и бутылка водки на тумбочке. Но тут зону накрывает мощный выброс. Доктор со стрелком успевает укрыться в норе, что под мостом напротив Тузлы. А в этот момент Шрам, ведя ученых на болото, попадает под выброс, после чего его находят бойцы Чистого неба, и тот соглашается им помочь в войне с ренегатами. Ренегаты после выброса захватили абсолютно все свободные точки на данной территории. Лебедев рассказывает Шраму, что на днях у Сидоровича, торговца на кордоне, какой-то сталкер поинтересовался странными деталями. Это Клык. Наемник помогает Лебедеву и его бойцам очистить тропы на кордон, а после чего и сам отправляется туда. Оправившись после ранений, Стрелок вновь собирается идти на север. По информации, которую ему передал Клык, Стрелок выясняет, что кто-то узнал о деятельности их группы, и теперь за ними началась охота. Стрелок решает идти на север через выжигатель. Для этого он направляется на Янтарь к Сахарову за пси-защитой. Уходя, он забывает детектор Велес в норе доктора, а артефакт в ведре, скорее всего, самого доктора. Клык, побывав у Сидоровича, отправляется на свалку к диггерам. Шрам в это время только посещает торговца. В обмен на кейс он получает информацию, что Клык ушел на свалку к диггерам. По аудиозаписи в КПК становится ясно, что за Клыком на восток отправился диггер-посланник. Шрам нашел посланника, когда того загнала в угол стая слепых псов. Это Вася. Оказав диггеру помощь в убийстве стаи псов, наемник узнает, что Клык ушел в Темную долину. В этот момент Клык находится на базе Свободы и говорит с Чеховым по поводу еще одной детали для устройства. В Темной долине из-за частых нападений неизвестных на группировку «Свобода» был объявлен карантин. Командир блокпоста подсказал Шраму, что информацию о Клыке тот может получить только на базе группировки. На базе наемника позвал к себе комендант по фамилии Щукин. Он сообщил, что с командиром группировки разговора и быть не может, пока база на карантине. После уничтожения облюбовавшей стоянку неподалеку пси-собаки, комендант отправил Шрама на один из блокпостов. Однако пока наемник находился в пути, на блокпост было совершено нападение, и все находившиеся там сталкеры погибли. По записи в КПК одного из сталкеров был сделан вывод, что комендант передавал врагам всю информацию о передвижениях свободовцев. Шрам приносит КПК Чехову. Выясняется, что Клык был у него и также искал какую-то техническую деталь. Однако остальную информацию Чехов открывает лишь после того, как Шрам нашел Щукина и принес его КПК. Лидер Свободы рассказывает Шраму о том, что продал Клыку деталь, которую тот искал. Техник группировки сохранил частоту КПК Клыка, и по ней наемник узнает, что Клык вернулся на свалку. КПК фиксируется возле барахолки, Стрелок где-то в районе Агропрома. По прибытии на свалку Шрам спускается в подвал, но там его грабят бандиты. Когда тот приходит в себя, то обнаружит КПК Клыка и следующие записи на нем. Клык, ситуация изменилась. Кто-то узнал, что мы были в центре зоны и открыл сезон охоты на нас. Надо действовать как можно быстрее.
Подробный план найдешь в тайнике. Я сменил код. После чего связывается Лебедев. Наемник, это Лебедев. Информация с ПДА Клыка подтверждает мои догадки. Неизвестная группа сталкеров побывала в центре зоны. Не знаю как, но они даже умудрились выжить после большого выброса. Лучше бы они погибли. Выбросы не прекратятся, пока дорога в центр зоны снова не станет тайной. Теперь только так. Либо мы уничтожаем этих сталкеров, либо зона новыми выбросами уничтожает все живое внутри периметра, а то и дальше. Ясное дело, будет лучше, если мы справимся первыми, но для этого нужно поспешить. В ПДА Клыка остались координаты их тайника. Там наверняка мы сможем узнать новые подробности о планах группы. Из сообщений становится ясно, что Клык успел отправить сообщение Стрелку, и тот спускается в подземелье Агропрома, в их тайник. Клык уходит на военные склады, где его ждет призрак. Шрам по приходу на НИИ узнает у Крылова, как можно попасть в подземелье, после чего спускается в них, но Стрелка там уже нет. Ведь он направился на Янтарь к Сахарову за устройством, которое сохранит разум членов группы в целости. Профессор рассказывает Шраму о том, что Стрелок заключил с ними сделку, якобы желая помочь в испытании блокиратора пси-излучения. Ему выдали экспериментальный прототип, и Стрелок отправился на заводскую территорию Янтаря. Однако оттуда он не вернулся, а сигнал, получаемый учеными от блокиратора, был потерян. Стрелок, получив пси-шлем, отправляется в одиночку, без Клыка и призрака, к центру зоны. Те, сделав схрон с дешифраторами, попадают в ловушку на военных складах. Неизвестные убивают Клыка. Призрак хоронит товарища возле деревни Кровососов, после уходит в неизвестном направлении. Сигнал его КПК не активен. Наемник, это Стрелок. Тоннель я подорвал, так что остановить меня не получится. Я все равно попаду в центр зоны, чего бы мне это ни стоило. Стрелок бежит в сторону рыжего леса, Шрам следом за ним. Когда расстояние между ними остается чуть меньше 20 шагов, наемник попадает в засаду возле моста в Лиманск, а Стрелок убегает. Наемник, теряя время на отражение атаки, упускает Стрелка. Тот подрывает туннель, ведущий в сторону выжигателя. После слов Лебедева становится ясно, что Шраму срочно нужно попасть в Лиманск. Пока он вызволяет отряд Лешего из пузыря с помощью лесника, Стрелок доходит до выжигателя и беспрепятственно проходит через него и направляется в Припять. В этот момент Лебедев собирает несколько отрядов и выдвигается вместе с ними к мосту, пройдя через все болота, Агропром и Янтарь. Когда наемник передал координаты группе Лешего, Лебедев связывается с ним и говорит, что нужно как можно быстрее прийти к мосту. Отряд под командованием Лебедева приближается к мосту. Отряд Лешего подходит с противоположного берега. Шрам тоже на подступах. После успешного взятия моста, Шрам с передовой группой Чистого Неба направляется в Лиманск. Лебедев закрепляется возле моста. Пока наемник пробивается через отряды военных и Монолита в Лиманске, параллельно с ним Стрелок проходит через Припять и направляется в сторону ЧАЭС. Пройдя сквозь засады Монолита в госпитале, наемник с трудом пробирается к катакомбам, ведущие в сторону ЧАЭС. В этот момент Стрелок начинает свой путь по южной части станции и движется к ее северной. Наемник вместе с несколькими отрядами Чистого Неба проникает на территорию ЧАЭС через подземелье. Стрелок уже поднялся на теплотрассу, чтобы по ней проникнуть внутрь станции. Шрам тоже взбирается на нее и начинает преследование. Его задача с помощью гаусс-пушки снести защиту Стрелка, что он успешно и делает. Однако после уничтожения поля приборы внезапно начинают зашкаливать и случается сверхвыброс.
На этом у меня все. Я думаю, такое видео достойно твоего лайка и подписки на канал, ведь информация нереально сочная. Спасибо тебе за просмотр и пока.